китайцы согласились покупать нефть у Соединенных Штатов. Они приедут в Техас. Мы направим китайские суда в Техас, в Луизиану, на Аляску. Я думаю, это одна из вещей, по которым мы достигли договоренности. Нравится часть «я думаю», то есть он не уверен. Что интересно, я тут решил зайти, посмотреть, есть какие-то официальные сообщения по результатам этих переговоров. Ну, там, на сайте Белого дома, ну, на сайте Госдепа хотя бы. Может быть, пресс-релизы компаний, представители которых были в огромном количестве. Пол самолета набилось. Да. За поручни держались. Не, некоторые хотели покупать редкоземельные металлы, некоторые просили мой шанхайский заводик, пожалуйста, не трогайте. Ну, клепает Тесла и клепает. Пожалуйста, давайте вот не вмешивать меня в эту всю историю. Но, по крайней мере, вот мне не удалось найти никаких официальных сообщений по результатам визита. Собственно, о чем речь? Ты не хочешь, чтобы Штаты гордились тем, что они нефтяной придаток Китая? Нет? Страна-бензоколонка. Страна-бензоколонка, газоколонка и так далее. То есть Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, вместе с Тимом Куком, Илоном Маском и другими официальными, не менее официальными лицами, съездил в Китай, поговорил с Си Цзиньпинем. И в отличие от переговоров, которые происходили с другими лидерами в других обстоятельствах, по результатам этих невероятно продуктивных переговоров почему-то не было каких-то официальных сообщений, в которых было бы перечислено, на какую сумму договорились, по каким направлениям, когда и что будут поставлять. Ну, помните, год назад, летом 25 года Трамп ездил в Европу, потом приехал, говорит, все, я договорился. На 750 миллиардов долларов у меня купят нефть и газ, и вообще энергоносители. Вообще, Трампу приятно, когда Америка становится бензоколонкой. Вот когда Россия кому-то поставляет энергоносители, это плохо. Когда Америка, это очень хорошо, очень хорошо. Запомните и не перепутайте, пожалуйста. Если вдруг вы не поняли разницу, то вопросы, замечания, предложения можно нам писать прямо в эфир с помощью QR-кода, который вот в том углу экрана периодически будет появляться. А вот, собственно говоря, и он. Так вот, я бы хотел один график показать. Давайте мы... Для разминки. Для разминки. Ну, точнее, для разминки мы два графика покажем. Но сначала первый, а потом второй. Вот давайте первый наш чудесный график покажем. Вот, да? Ага. Это, значит, американский экспорт в Китай сырой нефти. Ага. Интересно. А давайте следующий сразу график. Вот прям... Ага. Поставки сжиженного природного газа в Китай. Ага. То есть, о чем договорился Трамп? Поясню. Если бы Китай не покупал нефть и газ, который производится на территории Соединенных Штатов, было бы понятно, что, по крайней мере, он заставил их покупать, вот впервые. Но на графике, который мы взяли с сайта Управления энергетической информацией при Министерстве энергетики Соединенных Штатов Америки, я так думаю, что Трамп, он в целом должен быть в курсе, что у него есть какое-то Министерство энергетики, а там есть какие-то графики, ему их могут показать. Так вот, на этом сайте есть эта информация. Видно, что Китай в свое время покупал и нефть, и газ у Соединенных Штатов. Есть, правда, два перерыва. Вот в плане СПГ это хорошо заметно. Видите, до начала 2020 года как-то хоп, 0. И где-то начиная с 2025 года 0. Там с маленьким-маленьким бугорочком таким. А что это такое? А это два торговых конфликта, которые, что характерно, начал Дональд Трамп против Китая. Он их начал, Китай ввел ответные меры, и поставки, скажем, американского газа на территорию Китая стали нерентабельны. Одно дело, если вы из Катара газ везете или из России, другое дело, если вы его везете из Соединенных Штатов. В первом случае вам не надо повышенную пошлину платить, во втором случае не надо платить, а в третьем случае надо платить. Так зачем вам эта вся история? Вы лучше куда-нибудь еще повезете. Там, не знаю, в Индию этот самый газ американского производства. Можете в Европу повезти. Вам никто не мешает. Если вы китайская компания, вы поставляете американский газ. Так что о чем договорился Дональд Трамп? Следующий график посмотрим. Со стороны Китая вообще никаких комментариев нет? Не соглашусь. Официальные информационные агентства Китая, например, Синьхуа, сообщили, что Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились придерживаться стратегического направления в области мирного сотрудничества. Вот очень важно направление. Еще. Мы же про энергетику.
Ну да. Ну, в общем, Дональд мир Трамп... во всем мире, что добро это хорошо, а зло это плохо, это, конечно, очень важная новость. Ну, и главное, чтобы вы сотрудничали по этому направлению. Если вы не сотрудничаете, вот кто поймет, что хорошее – это хорошо, а плохое – это плохо? Без вас вообще не разберутся. В общем, Дональд Трамп думает, что Китай будет покупать нефть, но, к сожалению, это не означает, что торговый конфликт закончился. Вот, кстати, давайте вернем еще раз график, который 1.3 у нас. Мне он очень нравится тем, что вот в начале 2020 года, если присмотреться, поставки возобновились явно из Соединенных Штатов, потому что где-то в феврале 2020 года стороны встретились и не просто руки друг другу пожали, но еще и подписали соответствующие бумаги, в рамках которых были урегулированы, точнее, в тексте которых мы могли увидеть урегулирование торгового конфликта, который Дональд Трамп успешно с 2018 года раскручивал против Китая. Урегулировали все и начали вновь закупать энергоносители в Соединенных Штатах. Ну, хотите нам поставлять? Ну, поставляйте, кто ж мешает. А давайте вот теперь еще 1.2 вот этот вот график посмотрим. Нефтяной. До 1 миллиона баррелей в сутки и более доходил импорт в отдельные месяцы нефти в Китай из Соединенных Штатов. Вот в 2020 году, в 2023 году более 1 миллиона баррелей в отдельные месяцы, конкретно в апреле 2023 года, импортировали. Но интересно не это. Интересно, что для Соединенных Штатов Америки Китай – это огромный раздражитель. То есть кто бы там ни был у власти, демократы, республиканцы, если вы сотрудничаете с Китаем, это ай-яй-яй. Вы что, там же компартия у власти. А значит, вы практически коммунист, если вы им что-то продаете. А быть коммунистом в Соединенных Штатах – это очень плохо. Это практически ругательство. Так вот, и когда республиканцы еще не пришли, не вернулись во власть, когда они еще, так сказать, были оппозицией, это было не так давно, они очень ругали администрацию Байдена за то, что они распродают стратегические американские нефтяные резервы, государственные стратегические нефтяные резервы Китаю. Внимание, вопрос. То есть что? Дональд Трамп якобы договорился о том, что он сейчас будет продавать стратегические резервы Китаю? Погодите, а как же глупый Байден, который это делал? Кстати, а давайте на резервы-то посмотрим. Они еще есть, надо успеть. Да, на 1.5 вот сразу. Не-не-не, это мы... Давайте вот 1.5. Это у нас резервы, точнее не у нас, у них в Соединенных Штатах. И за время новой распродажи байденовская была плохой, трамповская очень хорошая. Поэтому за время распродажи, которая началась в конце марта, с 415,4 миллиона баррелей запасы опустились до 384 миллионов баррелей и продолжают сокращаться. То есть есть соответствующее соглашение с Международным энергетическим агентством. Процесс только начался, закончится в конце июля. Ну, фактически до середины года запасы готовы распродавать. А потом, я думаю, Трамп скажет: ой, у нас запасов мало остается. Может, мы прекратим? Давай, распродавай. Не, прекращаем. Что самое интересное, количественно-то практически совпадает. Если в марте 2022 года Байден сказал: все, мы начнем распродавать наш стратегический резерв в объеме 180 миллионов баррелей, чтобы не допустить вот этого кризиса, который разгорается в мире из-за плохой России, не из-за нас, которые стали вводить против России санкции и угрожают, что российская нефть с мирового рынка уйдет. Нет, это Россия плохая, из-за нее вот цены растут, ты, простой американец, переплачиваешь за нефтепродукты, поэтому мы сейчас стратегический резерв распродадим, и всем станет хорошо. Да, а теперь 172, тогда 180, тут 172 миллиона распродают. Нет, разница, конечно, очень существенная, но, кажется, это примерно та же ситуация. Нет? Ну, наверное, нет. Наверное, Трамп все равно молодец, Байден не молодец, огромная между ними разница. Но давайте теперь вот на стратегические резервы посмотрели, у нас там мелькнул еще один график. Добыча в Соединенных Штатах Америки. Она растет. Она очень растет. Ширится. Она ширится, да. Давайте поскольку детка бурит. Давайте посмотрим, как детка бурит. 1.4 давайте график. Ну вот, заметьте, вот мы ответили на запрос аудитории. Графиков полно. Ага. Вот такой вот стремительный рост. Кстати, рост, значит, если в январе, в первую неделю января, средняя добыча сырой нефти в Соединенных Штатах составляла 13,8 миллиона баррелей в сутки, то по итогам
неделе, которая вот в середине, короче говоря, на середину мая добыча поднялась до 13,7. С 13,8 до 13,7. Поднялась. Отрицательно, но поднялась. Типичный отрицательный рост. Детка бурит. Детка бурит. И детка просто не знает, что, оказывается, она изо всех сил бурит, что ей вот это все ради нее, хитрый план Трампа. Там сейчас, вот понимаете, Трамп, он не просто так, он хитро все придумал. Сейчас американские нефтяники как начнут, как завалят своей дешевой нефтью, в смысле дорогой нефтью. Вот что интересно. В начале 10-х годов, когда обещали, что сейчас сланцевый газ пойдет, сланцевая нефть пойдет, говорилось о том, что это все будет ультрадешевым. Ультрадешевым. Теперь говорится о том, что это будет ультрадорогим. Ультрадорогим. Но когда Иран наконец поймет, что он проиграл, цена будет очень низкой. Очень низкой. Очень низкой. И бензин в США обязательно подешевеет. То есть нефть будет дорогой, американские нефтяники будут очень много зарабатывать, но бензин в США обязательно подешевеет. Как эти взаимоисключающие факторы должны состыковаться, я не знаю. Спросите те, кто видит хитрый план Трампа во всех этих действиях, что это не, извините, лажа какая-то, выражаясь доступным Трампу языком, а это хитрый план. Это очень хитрый план. Вы не подумайте. Там в ЦК не дураки сидят. На солнце полетите ночью. Вляпался, пахнет, но пытается ботинок вытереть. Давайте, кстати, на бензин посмотрим, а то что-то как-то мы бензин упомянули. Давайте график бензина. У нас по бензину есть график. Это цены на бензин в Соединенных Штатах. Как средние показатели, так и показатели по отдельным штатам. Не по отдельным штатам, по регионам, наверное. По регионам, там можно... Хорошо, по отдельным регионам. Макрорегионам. Вот. Если присмотреться, мы видим, как вот хитрый план Трампа где-то с самого начала марта начал очень хорошо реализовываться. Прям прекрасно реализуется и вот продолжает реализовываться и сейчас. Удалось приостановить где-то вот в середине мая реализацию этого хитрого плана. Почему-то цены перестали резко расти. Но они все равно выросли. И простому американцу продавать историю о том, что это вы сейчас переплачиваете, а скоро Иран сдастся, полностью и окончательно. Нефть подешевеет, американские компании все равно очень много заработают, потому что мы очень много нефти будем добывать. А вам, простые американцы, на заправках будут давать деньги. Вы говорите, дай бензин, они говорят, бери, но только деньги вот возьми. Лучше, может, я лучше тебе деньги дам. Может быть, приз, деньги, приз, бензин, деньги. Вот, будут предлагать, что вы будете брать, деньги или бензин? Можно то и другое. А то и другое. Можно. На американских заправках все можно. Ирония иронией, но вот это легкое безумие, которое мы сейчас наблюдаем по результатам визита в Китай, когда... О чем вы договорились? Сою у нас купят, прочую сельхозпродукцию купят. Я так думаю, мы, возможно, подпишем соглашение. Это практически цитата. Я думаю, они будут покупать нашу нефть. Они будут покупать много нефти. Китайские суда придут и в Техас, и в Луизиану, и на Аляску. Придут, посмотрят, скажут спасибо. Места красивые. Интересно. На самом деле... Продаете? Только показываю. На самом деле, вот эта графика показывает ответ на версию, что конечным бенефициаром всего происходящего в Персидском заливе в результате ничем не мотивированной агрессии против Ирана это источник огромных доходов. Главный бенефициар — Соединенные Штаты. Вот график. Важно помнить, что у США, как у государства, нет нефтяных компаний. Нефтяные компании могут и заработать, потому что они добывают в самых разных местах. А для конечных потребителей бизнеса США, не связанного с переработкой нефти для граждан США, вот результаты всего, что мы видим. Если это называется получить выгоду, давайте так график перевернем. Объясняется как. Американские компании заработают. Они выплачивают дивиденды, они выплачивают банкам, банки американские заработают. Но, правда, при этом и Саудовская Аравия зарабатывает, даже она больше заработала, чем в предыдущем квартале. Из этого мы будем делать вывод, что Саудовская Аравия была очень заинтересована в том, чтобы часть поставок у нее просто прекратилась. Вот просто прекратилась и все. Еще в отдельные объекты стали прилетать какие-то быстро летящие предметы. Наверное, да, исходя из этой логики, что вы деньги... Просто есть такая фраза, которую еще римляне говорили: «Ищи, кому выгодно». К сожалению, если мы просто будем считать, что виновен в происходящем, точнее, что цель происходящего заключается
в том, чтобы какие-то компании заработали, то мы будем делать выводы, что, оказывается, в этом всем заинтересованы и саудитские компании, иранские компании, американские компании, европейские компании, российские компании. Так кто? И даже китайские. Страшно сказать. Даже китайские компании на этом всем неплохо так заработают. Особенно те китайские компании, которые около 30 миллионов тонн СПГ, которые производятся на территории США, реализуют по всему миру. Они неплохо заработают в текущих условиях. И вот как раз переходим к дефициту нефти и газа. Так плавненько. При разговоре о том, кто зарабатывает, сколько зарабатывает. И посмотрим, давайте первый график, что у нас там. Мы уже немножечко коснулись Ормузского пролива, давайте в него занырнем. А чтобы занырнуть, посмотрим на график. Помните, вот где-то вот там, в начале мая, опять Трамп всех победил, договорился, вот-вот подпишут, вот-вот сейчас все начнется, цены пошли вниз, а потом что-то случилось. Кажется, это как-то мирная сделка, называется. Мирное соглашение. Сделка, да. Единственное, что надо обратить внимание на надпись в правом верхнем углу. Это фьючерсы июля месяца. Это не онлайн-торговля. Реальные торги идут по ценам, которые на $30-50 выше. Но посмотрим, что у нас с Urals. Мы же любим все-таки не нефть марки Brent, хотя она у нас в налоговом кодексе присутствует. Но мы любим больше нефть марки Urals. И вот с нефтью марки Urals, тут мы ее в чуть более широком временном разрезе решили дать, чтобы было понятно, как ситуация менялась. Но за год, как она менялась. Но тут вот какой момент. Когда у нас говорят про нефть марки Urals, что цены выросли чуть ли не в 2 раза. На самом деле не в 2 раза, но это ладно. Что, мол, в бюджете у нас прописано $59, а сейчас там $100. Сейчас чуть меньше, но, как вы понимаете, колебания никто не отменял, и, скорее всего, Urals вернется к отметкам выше $100. Там есть некоторый временной лаг, он чуть больше, чем у Brent, поэтому мы пока не видим того эффекта, который увидели у Brent с ее ростом. Так вот, вернется к $100. $100 больше 59, очевидно, больше. Значит, настолько должны вырасти доходы. Но я сейчас страшную вещь скажу, Борис. Давайте я скажу Борису, а вы как будто не подслушиваете. В России национальная валюта не доллар, а рубль. Не все об этом знают. Не все об этом знают. Теперь знает чуть больше людей. У нас в бюджете указана не только долларовая цена на нефть марки Urals. Не только основная долларовая, но еще вспомогательная рублевая. Да, вспомогательная рублевая. Там еще курс рубля к доллару указан, который должен составлять 92,2 рубля за доллар. Сейчас доллар чуть слабее по отношению к рублю, чем предполагалось. И вот если рублевую цену, заложенную в бюджет, посмотреть, то она составляет порядка 5500 рублей. А если посмотреть текущие рублевые цены на Urals, не средние, а просто текущие, то они около 7000 рублей. Да, это больше 5,5. Но это не такая значительная разница, как в долларах. Поэтому, когда вам кто-то говорит, вот видите, как в долларах все здорово, ой, как замечательно, вот настолько доходы бюджета и вырастут. Этот человек забывает, что все-таки национальная валюта в России не доллар. Напоминайте таким людям, что не доллар национальная валюта в Российской Федерации. Хотя в налоговом кодексе доллар представлен очень богато. Можно запутаться. И что касается того, кто устанавливает курс доллара к рублю, в Российской Федерации вопрос загадочный, ответа на него нет. Он как-то сам по себе. Торгов нет. Курса от Центрального банка, если он раньше был директивный, вот откуда-то он берется. Сам по себе. Сам по себе идет вниз, сам по себе идет вверх. Это же прекрасно. Значит, это невидимая рука рынка работает. Значит, все хорошо. То есть, нет, это мы не к тому, что давайте быстренько рубль ослаблять. Это мы к тому, чтобы у нашей уважаемой аудитории было понимание того, как связаны рублевые цены на нефть, долларовые цены на нефть и доходы бюджета. У нас бюджет наполняется рублями, а не долларами. И этих долларов в каждом отдельно взятом рубле стало меньше. Так вот. Кстати, дорогие друзья, еще один график. Тут вот какой момент. В последние недели
совокупные перебои с поставками нефти и конденсата на Ближнем Востоке продолжают стремительно расти. И по состоянию на 8 мая, это последние данные, которые есть, эти перебои составляют 782 миллиона баррелей. Ожидается, что в конце этого месяца, мая, перебои достигнут отметки в 1 миллиард баррелей. Собственно говоря, это количество называлось еще в начале мая отдельными представителями трейдеров, потом подтверждались отдельными крупными представителями крупных нефтегазовых компаний. Ну, а теперь и аналитики из Кеплер говорят, да, вы знаете, мы тут посидели, посчитали, все так. Где-то миллиард баррелей. Огромное усилие требуется, чтобы провести такой анализ. Через Ормуз проходило 20 миллионов баррелей в сутки. Осталось обход в 2 лицах через магистральный нефтепровод по Саудовской Аравии восток-запад 5 миллионов баррелей. Угу. И 1,5 миллиона через порт Фуджейра, когда он не горит. 20 минус 6 – 14. 14 умножаем на 2 месяца прошедшие, можем умножать на 3 месяца прошедшие. Получаем результат. Миллиарда нет.